Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Что ожидает Водолеев на неделе с 15 по 21 декабря. Какие карты вам сегодня выпадут, что интересного вас ждет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным и будет перекликаться с тем, что происходит в вашей жизни. Пишите ваши комментарии, отзывы оставляйте. Подписывайтесь. Не забывайте также на мой YouTube канал подписаться, если вам расклад подходит, если он кажется вам полезным. Давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Водолей. Какие же карты вам выпадут в неделю с 15 по 21 декабря. Итак, Водолеи. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Давайте посмотрим. Карта Шут первая, которая у вас выпадает. Какие-то достаточно, знаете, такие могут быть здесь важные вопросы, касающиеся поездок. Да? Возможно, эти какие-то поездки у вас будут, какие-то путешествия. Карта Мир. Кто-то из вас может на этой неделе куда-то поехать. Вот она, восьмерка кубков, разворачивается, уходит спиной. Возможно, да, вы куда-то здесь должны будете путешествовать. Опять-таки колесница, десятка пентаклей. Возможно, кто-то возвращается к родственникам, куда-то едет домой, в отчий дом, в родительский дом. Могут быть поездки. Но в целом достаточно хорошая карта с тузом кубков, с принцем кубков. То есть воодушевление, энтузиазм по этому поводу. Хотя по восьмерке кубков вы можете испытывать неуверенность в том, стоит ли сейчас ехать или все-таки отложить поездку. Можете быть немножечко как будто бы в переживаниях, что что-то вас может разочаровать или что-то может пойти не по плану. Но в целом достаточно хорошая карта у вас, тем не менее, выпадает. Итак, карта Шут. Давайте посмотрим, что же здесь она означает. Шут. Такой шаг в неизвестность, шаг в пустоту, шаг в что-то новое, что может быть сопряжено с какими-то неизвестными. Да? И это может, с одной стороны, пугать, но вы готовы проявить этот интерес. Вы готовы здесь не бояться нового и быть открытым новому. Возможно, вы сталкиваетесь с неопределенностью здесь по Шуту, но тем не менее вы готовы здесь принять это решение, да, шагать. Карта Шут в новую какую-то историю. Карта Шут. Так, давайте посмотрим. Шут. Почему Шут? Карта Дьявол. Карта Дьявол. Кто-то может пытаться сбить вас с пути. Возможно, кто-то будет пытаться с вами манипулировать, поэтому все-таки чересчур открытыми быть не стоит. Также здесь нельзя совершать каких-то легкомысленных поступков. Поэтому, если какая-то ситуация неопределенности присутствует, все-таки желательно прислушаться к здравому уму, к рассудку, да, к своей интуиции где-то, чтобы не быть обманутыми, но и также не руководствоваться своим тщеславием или какими-то соблазнами для того, чтобы рискнуть. То есть это не та ситуация, где нужно рисковать. Давайте посмотрим дальше, что же здесь есть еще. Тройка жезлов. Дальше идет тройка жезлов, как желание, да, действительно, знаете, как привлечь внимание других к своим потребностям, к своим проблемам, может быть, попросить помощи у других людей, обратить внимание на то, что вам нужна поддержка, вам нужно участие, возможно, нужно здесь тоже как-то аккумулировать свои силы, свои возможности, найти какие-то способы решения, может быть, сложных ситуаций, чтобы продвигаться к своей цели. Если что-то даже не получается, найти какие-то альтернативные возможности, чтобы начало получаться. То есть здесь вы пытаетесь это сделать, и это для вас будет таким хорошим и правильным, скажем, решением. Так, по тройке жезлов.
Давайте посмотрим, что еще есть здесь. Карта Иерофанта. Иерофанта как желание, опять-таки здесь тоже ступеньки такие, да, идти к своей цели, но идти мудро, разумно, следуя каким-то своду правил, как это правильно сделать. Возможно, вы здесь думаете о том, как попросить помощи у какого-то наставника, учителя или советчика для вас. Также вы можете здесь иметь цель, как быть для кого-то наставником, учителем, вдохновителем, таким гуру. Может быть, вы пытаетесь привлечь внимание других людей к себе, чтобы показать, что я здесь, меня можно услышать, меня можно послушать, я могу рассказать что-то дельное, что-то здравое, поделиться своей мудростью или какими-то традициями, которые там вы знаете, да, и хотите поделиться ими с другими людьми. У кого-то здесь по карте Иерофант и тройки жезлов может быть желание продвигаться к цели, касающейся брака, касающейся замужества или женитьбы, когда вы понимаете, что вы готовы к этому шагу. Вот она, карта Иерофант. Давайте посмотрим дальше. Карта Мир, карта желания завершить какой-то цикл или какой-то период мирно, правильно, хорошо, может быть, с триумфом, с победой. Возможно, здесь по карте Мир вы хотите каких-то признаний ваших заслуг или ваших талантов, чтобы о вас узнали в мире, то есть другие люди. Возможно, вы здесь куда-то едете, я говорила тоже, может быть, путешествие по миру, а может быть, ситуация, где вы хотите перемирия с кем-то, хотите мирного решения, мирного урегулирования какого-то конфликта или какого-то спорного вопроса. Поэтому карта Мир. Для многих эта карта может означать что-то связанное с человеком знака Стрелец, потому что это карта стрельцов, и она им соответствует в старших арканах. Ну, давайте посмотрим, что же здесь может иметься в виду. Почему карта Мир здесь выпадает. Карта двойка жезлов. Но здесь могут быть тоже, знаете, как попытка поинтересоваться, узнать что-то, что происходит в мире. Здесь может быть попытка по двойке жезлов узнать о какой-то возможности поехать куда-то, да, купить билеты куда-то поехать, опять-таки как путешествие, которое вы здесь взвешиваете за и против. То есть интересуетесь возможностью куда-то поехать. Возможно, вы здесь хотите освободиться от чего-то, но при этом могут быть какие-то как колебания здесь и сейчас, или еще не время, то есть размышления, раздумья, какие-то ваши колебания по этому поводу по двойке жезлов, но при этом очень много энтузиазма уже с этим есть связанного. Карта двойка жезлов. Может быть, какой-то интерес, касающийся того, как бы заинтересовать окружающих, да, в том, что для вас важно. Поэтому двойка жезлов. Может быть, попробовать что-то, что позволит поменять в вашей жизни, что-то изменить, да, в вашей жизни, что-то новое попробовать. И, возможно, вы чувствуете, что это может привести к триумфу, к какому-то хорошему событию, каким-то хорошим переменам в вашей жизни. То есть вы интересуетесь, как это можно сделать. Карта королева жезлов, огненная стихия, возможно, общение с львом, овном или стрельцом по королеве жезлов. Будет также какие-то важные вопросы рабочие для вас могут быть очень актуальными, когда вы хотите добиться результата, и вы прикладываете для этого определенные усилия, настроены на успех. И, собственно, вполне даже, может быть, этого успеха и добиваетесь. Карта Мир снова, то есть огненные стихии явно могут иметь место, особенно стрелец, потому что, опять-таки, карта Мир выпадает. И тоже акцент на путешествия, поездки или на желание достичь успеха в каком-то деле, где вы будете чувствовать свою победу, свой триумф, достижение или какое-то признание окружающими людьми ваших заслуг, может быть, в мире, да, людей, которые могут о вас узнать, услышать. Дальше карта двойка мечей, сдерживание себя, каких-то эмоций и чувств, которые вы пытаетесь сдержать, чтобы не показаться неправильным или не сделать какой-то неправильный шаг или действие, которое будет неправильно расценено. Может быть, вы стараетесь таким образом себя защитить, поэтому перекрещенные мечи, или стараетесь даже делать вид, что вы чего-то не замечаете или не знаете, поэтому двойка мечей. Но вы при этом как будто бы чувствуете, что нужно сделать так,
а делаете либо по-другому, либо ничего не предпринимаете, потому что вот не можете себе позволить сделать то, что вы хотите или что вы чувствуете. То есть сдерживаете свои эмоции в отношении либо людей близких, любимых или друзей, проявляете какую-то стойкость, сдержанность такую, которая здесь может иметь место. Затрудняетесь в каком-то решении или выборе, который здесь вам предстоит. Карта двойка мечей. Тут же карта двойка мечей тоже выпадает. При вас же достаю эти карты, она совпадает, то есть она делает акцент все-таки во второй колоде тоже, что здесь как будто бы разрывающая на части две возможности. Она пытается защититься от них, отбивается от этих воронов, которые ей пытаются что-то свое навязать, и пытается, может быть, не обращать внимания на каких-то советчиков, которых лучше не слушать, пытается таким образом себя отгородить, защитить. Здесь может быть желание не слушать чьих-то советов, нравоучений или каких-то попыток сбить вас с пути. Дальше идет карта алхимика, волшебника, чародея. Здесь у вас большие возможности для того, чтобы проявить свою волю, активность и такую вот позитивную энергетику в реализации ваших планов. Что вы делаете здесь, скорее всего, реализуется в позитивном ключе. То есть вы здесь по карте алхимик многое можете делать, многое вам удается, и многие стихии вам здесь подвластны. И кубки, и жезлы, и пентакли, собственно, да, здесь есть и мечи. То есть очень большие возможности. И по шестерке пентаклей вы здесь готовы помогать другим, готовы делиться и своими знаниями, своим опытом. Можете что-то материальное здесь как будто отдавать, как меценат, даритель. Можете получать что-то, какой-то как подарок или хорошую какую-то возможность, дающуюся другим человеком, которая по карте алхимик будет для вас хорошим таким толчком, вдохновляющим, как я тебе помогу, да, действую здесь и сейчас, самое хорошее для этого время. И вы понимаете, что нужно начинать что-то делать. Дальше тройка мечей, карта разбитого сердца, неприятностей, конфликтов. Что-то идет не так, как все-таки вам хочется. И по тройке мечей вы воспринимаете это как неприятность. Что-то, что разбивает вам сердце, что-то, что доставляет вам дискомфорт. И, собственно, вам эта ситуация некомфортна, вы хотите ее завершить. Что это такое по тройке мечей? Карта пятерка жезлов, какая-то борьба, какое-то разногласие, конфликт, спор, который у вас может возникнуть с другими людьми, окружающими. И, собственно, да, для вас это будет как испытание, как какая-то сложная задача, с которой вы столкнетесь, и которая будет разбивать вам сердце, как неприятность, которая здесь происходит у вас, или конфликт, который вы воспринимаете как неприятность, сложность. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.